Если вы бухгалтерский учет ведете в программе 1С предприятия, да, а начисление зарплаты, кадры вы ведете в Камине, тогда вам необходимо, чтобы программа 1С Камин выгрузила в 1С предприятие непосредственно ваши проводки. Как это делается? Делается вот здесь, это в конец месяца. Нажимаем. Значит, в данном случае у нас конец месяца уже был, наш июнь, поэтому мы просто переходим вот здесь, там закладки регламентные, и 2 раза щелкаю на конец месяца. Вот здесь внизу есть кнопочка «Выгрузка данных». Нажимаем на нее. Для этого, для того, чтобы вы сделать выгрузку проводок, вы проверяете, что конкретно вам надо выгрузить, либо по всему предприятию, все предприятия, да, начисление, удержание, то есть, ну, это соответственно. Ставите те галочки, которые вам нужны. Заполнять номера исполнительных листов, я считаю, что это обязательно. Следующий момент. Обратите внимание о том, что у вас программа спрашивает, куда сформировать данный файл. Для того, чтобы вот этот путь ей указать, что мы делаем? Мы выходим и смотрим, где находится наша программа. Вот у меня идет Камин учеба, да, и указан путь. Диск D, база 1С, Камин учеба, да. Вы заходите, ищите по этому пути именно, где оно находится. Когда мы вот этот путь выбираем, мы нажимаем на кнопочку с 3 точечками, и учитывая то, что мы посмотрели, что на диске D в база 1С 8.2, и находим здесь Камин учеба, вот он. Щелкаю 2 раза левой клавишей мышки и после этого нажимаю «Открыть». То есть, чтобы вот этот путь указался. Когда мы указали этот путь, мы нажимаем «Заполнить таблицы». И все вот эти вот наверху таблички, они заполнились. После этого мы нажимаем «Выгрузить файл». Файл выгрузки сформирован. На этом ваше все закончено. Вы можете это распечатать. Да, это для отчетов, в общем-то, очень-очень надо. Здесь у нас, сейчас сделаю поуже, чтобы это было видно. Секундочку. Так, вот, значит, вот такое вот. И здесь идет фамилия, дополнения какие-то, сколько начислено. И вот это вы подошьете к вашему начислению по зарплате. Вот это будет последний лист. То есть это уже итоги того, что у вас есть. Так, если у вас остались вопросы, спрашивайте, с удовольствием вам отвечу. На этом до свидания.